Здравствуйте, меня зовут Александр, и вы на канале DP Labs. Я уже вскользь упоминал, что приехал на техобслуживание первый самокат, который я сделал. Сейчас я хочу устранить те недочеты, которые были изначально в конструкции. В этом самокате система охлаждения была придумана уже после того, как я спроектировал раму, и поэтому тонким местом этой конструкции является именно герметизация входов шлангов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Сейчас я хочу переделать двигатель, чтобы полностью устранить эту проблему. Китайский статор, который был в мотор-колесе, который я купил для этого проекта, в стоке оно было 800 ватт, и я его модернизировал, ставил внутрь еще радиатор. В пике у меня получалось снимать с него 12,4 киловатта. Для циркуляции охлаждающей жидкости я просверлил вот здесь вот ось, чтобы пройти под подшипником и сальником. Вот здесь вот выходное отверстие. С этой стороны просверлено вот так вот отверстие, через которое проходит проводка, и я сюда же запихал второй шланг, чтобы была циркуляция охлаждающей жидкости внутри двигателя. Как раз вот это вот место получалось герметизировать. Тут очень близко выходное отверстие, и слишком мало места, чтобы разместить сальник нормальный. Я решил сделать это место так же, как на новых самокатах. Изготовили вот такую вот втулку. Через нее будут проходить и шланги с охлаждающей жидкостью, фазные провода и провода на датчики холла. Сейчас вот те отверстия, которые были, мы их зальем эпоксидной смолой, чтобы герметизировать, и напрессуем вот эту вот втулку. Через нее уже пропустим всю проводку. Это вот родная крышка с маленьким подшипником, который как раз на эту ось одевается. И чтобы поставить вот такую вот втулку, нужно больший диаметр подшипника, внутренний диаметр 30 мм. Тут на крышке этот 17 мм посадочный. И нужно переделать полностью всю крышку. Она будет вставать вот так вот сюда. Тут будет подшипник и сальники. Сегодня я хочу эту крышку закончить обработку. Я вчера ее обработал с одной стороны, а сегодня мне ее нужно обработать с другой стороны, чтобы она примерно вот так же выглядела. И отдать на токарную обработку, чтобы были обработаны все посадочные под сальники и подшипники. Это вторая часть двигателя с магнитами. Ее мы тоже немного доработали. Тут нужно будет тоже поставить сальник, чтобы защитить подшипник от охлаждающей жидкости. В первой версии изначально в качестве охлаждающей жидкости использовалось масло трансформаторное, самое-самое жидкое для арктических трансформаторов, для того, чтобы быстрее была циркуляция, потому что с густым маслом помпа просто не справляется. Диаметр шлангов, который можно пропихнуть через эту ось, очень маленький, и густое масло просто медленно качается. Это 3D-модель будущей крышки. Сейчас я создаю вектора, чтобы ограничить области обработки для написания управляющей программы. Не особо сложный процесс, просто муторный. Нужно учесть все нюансы, чтобы не запороть заготовку, либо не запороть режущий инструмент, а то и весь станок. Я думаю, что некоторым будет интересно более подробно посмотреть, как вообще происходит сам рабочий процесс. Сегодня мы постараемся снять максимально подробно процесс обработки крышки на двигатель с обратной стороны. Главное действующее лицо – этот китайский станок. Рыбочка моя, клубничка, многотенок. Ему, к сожалению, уже плохо. Я исчерпал ресурс ШВП. Тут очень неудачная конструкция, слишком мощные сервоприводы и очень хлипкие опоры ШВП. Я заказал новые винты ШВП, нормальные опоры. На токарно-фрезерном хасе мы обработаем концы и все это дело поменяем и повысим класс точности этого станка, я думаю,
существенно, но на практике будет видно, насколько. Первым делом после включения станка нужно отбить все нулевые датчики. Для этого я его подгоню поближе к крайним положениям и запущу процедуру поиска концевых датчиков. Окей, концевики отбили, можно начинать крепить оснастку. Так, сейчас отгоню портал, чтобы он не мешался. Стол самодельный из 40-й плиты, потому что родной заводской рабочий стол из тянутого профиля абсолютно никуда не годится. К нему нереально что-то точно закрепить. Тут я его выровнял параллельно всем линейным направляющим, и перепад меньше десятки, что меня вполне устраивает для моих задач. В качестве оснастки я буду использовать фанеру, так как деталь в единичном экземпляре, и делать оснастку из алюминия нецелесообразно, это будет слишком дорого. А с фанерой, тем более под токарную обработку, вполне сойдет. Я хочу выбрать форму, в которую, сделать выборку, в которую забью заготовку и буду обрабатывать, зафиксировав ее саморезами. Чтобы зафиксировать фанеру, я буду использовать обычные прижимы. Так, сейчас нужно подобрать длину шпильки. Я буквально на 3 витка зацепил шпильку, но этого вполне достаточно, потому что тут резьба М10, я креплю фанеру, и сопротивление резания будет ничтожным в сравнении с силой затяжки. Сейчас я выберу место для обработки. Мне нужно отметить нулевую точку и подвести туда фрезу. Подобрать фрезу, под которую я написал управляющую программу. Оснастка будет обрабатываться двумя фрезами. Это 10-я и 6-я торцевая. Так как это фанера, мне можно в принципе любые взять. У меня именно для дерева, для фанеры нету фрез. И пофигу. Ладно, и так сойдет. Меняем фрезу. Откручиваем старую. Так, тут у нас стоит по алюминию трехзаходная. Ей фанеру обрабатывать жалко. Так, перед тем, как зажимать фрезу, нужно обязательно проверить вылет. У меня максимальная глубина обработки 24 миллиметра, а тут у нас заточка 25. Я ее тупо зажимаю на 30, и все понятно. Так, сейчас я переведу управление на пульт и подведу фрезу в нулевую точку. Вот такой вот у нас пульт. Вперед-назад это у нас ось Y, влево-вправо это ось X. По высоте мне желательно попасть прямо в плоскость фанеры. Поэтому я сейчас по 10-й опускаю фрезу и ее подкручиваю пальцем. Вот, сейчас она зацепилась. Я думаю, вот на этой высоте у меня будет 0 по Z. Сейчас подведу обдув, чтобы выдувать стружку из паза. Так, уберу подачу масла, чтобы чисто дуло воздухом. Я подвел режущий инструмент к нужному месту. Теперь мне нужно обнулить координаты. Так, делаю я это командой G92. Говорю X0, Y0, Z. Пусть будет 0.1. Десятку еще сниму чуть поглубже. Надо скинуть управляющую программу.
Так, оснастка готова. Можно забивать заготовку в выбранное отверстие. Так, я чуть-чуть сделал меньше, на пару десяток, чтобы можно было забить молотком, и она там плотно зафиксировалась. Все, я зафиксировал заготовку, поменял фрезу, закинул новые файлы управляющие в память контроллера и начинаю обработку уже дюралевой заготовки. Так, я всегда, когда первый раз запускаю новую управляющую программу, ставлю скорость на минимум, на тот случай, если я где-то в чем-то ошибся, чтобы была возможность вовремя остановить обработку, минимизировав ущерб. Я специально сделал очень маленький съем и вообще маленькую подачу, чтобы заготовку не вырвало из фанеры. Вот, когда я ее выровняю в толщину, я ее уже зафиксирую саморезами и буду обрабатывать зонами и с нормальной подачей. Я придал заготовке нужную толщину. Сейчас я ее хочу зафиксировать при помощи саморезов. Вот сейчас просверлю отверстие в фанере, чтобы не расщепить, не сдвинуть заготовку. Я думаю, Леха удачно тут пишется, он же занимается. Леха, давай ты будешь рассказывать то, про что ты делаешь. Здравствуйте. Что могу сказать? Неправильно смешал эпоксидку, и она не засохла. И вот то, что на предыдущем видео показывал Саша, что здесь будем заливать отверстия, я их залил, она не высохла, пришлось по новой вот сейчас все выкорчевывать эпоксидку и промывать, обезжиривать. И по новой заливать вот это вот отверстие, и вот это вот сквозное. В общем, моя ошибка. Будем исправлять. Черновая обработка закончена. Чтобы не держать видеооператора еще 1,5 часа, пока закончится чистовая обработка, решили просто на этом пока завершить видео. Собственно, деталь с обратной стороны практически ничем не будет отличаться от этой. Только посадочный подшипник будет большего диаметра. На следующей неделе уже мы соберем полностью этот самокат, и можно будет снять видео, как мы его проверяем, покатаемся немного.